Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И это уже 20-я серия «Семья шпионов». Проверь больницу. Ваше задание по обществознанию – изучить интересующую вас профессию. Так. Вы вольны обратиться к родителям, но можете расспросить и работников различных компаний. Семья знакома со знаменитостями, обращайтесь к ним. Естественно, если вам интересна работа учителя, приходите ко мне. Я расскажу вам все о своей профессии. Все расскажешь. Вы должны написать доклад о том, что узнаете, и зачитать его в среду. Господин, вы своего отца расспросите? Если получится. Если... Наверное, не буду ничего выдумывать и просто поговорю с папой. А ты как поступишь? О, тут сложности имеются. Доклад Сильно. о профессии? Надо узнать, почему ее выбирают и как можно самому так же устроиться. А еще посмотреть, как человек работает. Ага. И тебя интересует моя? О, Что же да. делать? Рассказать о работе? Ну, о которой? А который? Запоминай, Анечка. Сейчас я познакомлю тебя со своей профессией. Правда, да? Сперва я взялась за эту работу, чтобы прокормить брата. Да. Но сейчас горжусь своим выбором. Знаешь, что лавочник говорит? Моя работа столь же благородна и трудна, как у храбрых солдат, которые стерегут границы. Самовнушение. А вот и лавочник с заказом. Так вот, какой у нас клиент. Враг народа и мерзопакостная сволочь. Судя по всему, он творил такие зверства, что даже я рассказывать о них не могу. Судя по всему, Ну что ж, пойдем, увидишь все сама. Успеваешь за мной, Анечка? Лавка всегда заранее выясняет, сколько врагов и где они прячутся. Мне остается только пробраться внутрь. Ну, понятно. Обычно я всех убиваю одним ударом, но права на ошибку в нашем деле нет. Поэтому важно прочитать разнарядку. Стыдиться мне нечего, поэтому я захожу в лоб. На нас напали! Что мне в работе нравится? Наверное, то, что ощущаю, как защищаю порядок своей родины. Я ведь понимаю, что так спасаю многих от неминуемой смерти. И поэтому могу разить сильнее. В моей работе большое значение играет физподготовка и владение оружием. Ну и, пожалуй, знание анатомии человека. Все-таки мои клиенты люди, поэтому хочется усыпить их, не причиняя лишних мучений. Мне очень жаль, но я прибыла оборвать вашу жизнь. Например, на шее есть, и если в нее, то человек быстро и легко умрет. Как вариант, в мозг или сердце. Мясник бил. Главное нанести смертельную рану. Все хорошо, Анечка. Знаешь что? Ллойду скажем, что были на празднике помидоров. да, конечно. Я бы хотела папину работу изучить. Да, это верно. Вот оно что! Да, замечательный выбор. Работа в администрации достойная, но, боюсь, покажется скучноватой. А вот и я. Во-во-во, тра-ля-ля! Да, хорошо. Чё? Я Два дня работаю спустя. здесь, в психиатрическом Центральная отделении. больница Берлина. Коллег Да. о твоем приходе я Берлин. предупредил, но постарайся не хулиганить. Громадина. Потому что это самая старая и лучшая больница Берлинта. И ты тут... Проще было бы замаскироваться под рядового терапевта, но сюда частенько захаживают видные политики и военные. Тут можно и узнать многое, и завести полезные знакомства. Аня, я еще ничего толком не рассказал. Кстати, почему ты так нарядилась? Это классический наряд детектива. Да, Ясно. мы в курсе, но зачем? А ты что, реально работаешь? Ну что, реально психолог? В психиатрии мы редко носим белые халаты. Но в нем я вроде больше похож на врача, да? Ладно, что бы ты хотела узнать? Ну, для начала... Папа, а почему ты решила стать психиатром? Да, хороший вопрос. Почему я стал врачом? Ну, дай подумать. Ты же знаешь, что любой может простыть. А болячки бывают разные, в том числе и душевные. И вот на свете живет множество душевно больных людей. Особенно после войны. Мне второй недавно заявил, что я дура, и поэтому не заболею. Понятно. Ну, ты с ним дружи. Так вот, Дружи. продолжим. Дружи. Я всегда хотел помогать этим несчастным.
Так. Да и хоть война уже давно позади, но Да. многие солдаты все еще страдают, и я не в силах их бросить. Ну вот, пожалуйста. Если повезет, могу встретить и Десмонда, если он вдруг чем-то заболеет. В таком случае будет шанс подобраться к нему как врач. Ну, определился я с профессией в ВУЗе. Следующий вопрос. Как у тебя обстоят дела с коллегами? Так. С коллегами. Здравствуйте, доктор Форджер. Дайте Форджер? угадаю, это и есть ваша дочурка? Собственно, вот и коллеги. Поздоровайся. Очень приятно познакомиться. Милашка! Умничка какая, домашку делает. А глазенки какие большие, ну просто принцесса. Вот, держи конфетку. Оказывается, папа работает в раю. Рад за тебя. А как папа ведет себя на работе? Ага. Ой, он у нас тут просто герой. И Да? с пациентами всегда вежлив и добр. Да? Папа у тебя замечательный человек. Только недавно перевелся, а уже один из лучших спецов. Недавно? И при этом совсем носа не задирает. И его за это все любят. Чуть не забыла. Знакомый невролог приглашает вас на наш ближайший медицинский форум. А главврач на гольф все зазывает. Папа, тебя тут все любят? Ну, я стараюсь выстраивать здоровые отношения. Само Ну что ж, обаяние. я поговорю с главврачом. Знакомства никогда не бывают лишними. Это и связи, и доступ к информации. Не говоря уже, что для шпиона важно выстроить образ, за которым тебя никто не раскроет. Нужно держаться тихо, но ладить с людьми. Важно выстроить образ. Аня, мне кажется, или ты как-то не в попад записи делаешь? А что Не в самое попад. сложное в твоей работе? Очень хороший вопрос, малышка. Даже не знаю. Пожалуй, то, что мы работаем с душой, психикой, которую да. глазом не увидишь. Все-таки врачи не волшебники. Мы чужие мысли читать не умеем. Это да. А ты чего ухмыляешься? И именно поэтому важно оставаться беспристрастным, вежливо, но настойчиво беседовать и наблюдать за пациентом. Прямо как шпионы, когда они изучают цель. Правда, есть одно огромное отличие. Шпион рано или поздно предаст того, кто ему доверился. Конфетки вкусненькие. Мила. Хорошо, что она отвлеклась. Может, сок хочешь? Пройдешь тестик? Все, надоело, никаких Ромчика? ответов. Какой ты строгий. И это его замечательная черта. Было бы здорово, если бы он свой талант почаще использовал на практике. В смысле? Извините, я все больше научной работой занят. Да, конечно, научный. Просто сложно совмещать работу здесь и в Вайс. Ну что ж, пора нам за работу. До встречи, Анечка. Я бы хотела посмотреть, как ты лечишь. Прием пациента? Прости, но это личная жизнь пациента, так что нет. Да и научную работу я посторонним показывать не могу. Впрочем, в кабинет я тебя все же свожу. Он так и так сегодня пустовать будет. На операционную не похоже. Не Да. кабинет, а простая комната. Это специально, чтобы пациент расслабился. А где же аппарат корректировки мозга? Ты как себе психиатров представляешь? Да. Все, пошутили и Нет. хватит. Давай с вопросами разберемся. Да уж, и где она только такого нахваталась? Электрошокером, что Все ли, да? спросила. И надоело. Эй, не трогай, без спроса ничего. Будешь хулиганить, отругаю. Там, за этими полками, мой тайный ход на случай, если что-то пойдет не так. Нажмешь на рычаг, и он откроется. Облом. Ход. Рычаг. О боже. Похоже, агент Вайс. Прости, у меня срочное дело. Хочешь, я попрошу Йор забрать тебя домой? Я подожду, пока сделаешь работу. Тяжко быть шпионом. Правда? Ну, вот поиграйся пока с песком. Между прочим, рабочий инструмент. Наши пациенты расставляют тут фигурки и предметы по своему вкусу. Да? Тебе понравится. Со скуки бы не помереть. И да, Аня, ничего больше не трогай, поняла? Ага. Вернусь минут через 10. Да. О боже мой. Господи, она все чаще и чаще становится такой злыдней. К концу недели нам поступят документы, связанные с ДСМ. Благодарю. Я работаю не один. Для прикрытия в эту больницу внедрено еще несколько агентов. Еще одно задание для меня? А под мой график смены вы подстроили? Естественно. Да? Девочка с вами и есть Аня Форджер? Видно, что привязалась к вам. Она мне покоя не дает. Не думала, что она превзойдет ваши ожидания. Невероятно. О как. Твою мать.
Да, попали. Ух ты, приключения! Это тайный проход, чудесный. Ну что ж, господа, сегодня мы собирались обсудить связь паранормального и нейробиологию. Серьезные разговоры? Примерно 5% всех случаев паранормального невозможно. Ха! Вы нам еще сказки почитайте. Вы сами прекрасно знаете, что о призраках говорят лишь шарлатаны. Да нет, не обязательно. Есть версия, что это миражи воспаленного мозга. Все это не научная чепуха. Они призраков обсуждают. Ух ты. Ага. Вы что-нибудь слышали? Нет. Да и над нами там ничего нет. Ой, Вот же, блин, они так про проход догадаются. Да, показалось просто. Ну, как бы то ни было, если пациент начинает говорить о призраках, нам следует внимательно выслушать его. Да? Мы только время тратим впустую. Еще как. Заканчиваем собрание. Надо бы и мне возвращаться, а то папа заметит. Ой, кошка застряла, вылезти не могу. У меня большущие проблемы. Господи, как ты там Как она там вообще? Да. Что это? Там что-то есть! Я слышу детский плач! Привидение! Что это еще может быть? Выбрось. Вали оттуда. Нет. Затих. Так мне не набрехали! Здесь и правда бродит призрак ребенка, погибшего от врачебной ошибки! Господа, давайте продолжим собрание. Поддерживаю. Отныне давайте внимательно слушать пациентов, что говорят о призраках. Кто дает? Интересно, как она сложила фигурки в ящике? Папа вот-вот вернется. Надо скорее что-нибудь делать. Заждалась Всё меня? вместе? С куколками так весело играться. Ну-ка. Представь себе, с помощью этой игры можно немножко заглянуть в подсознание пациента. О, сейчас он там посмотрит. Посмотрим, что там у тебя. Хаос! Что за чертовщина? Я такого никогда не видел. Я просто высыпала, и вот что вышло. А почему у тебя столько фигурок засыпано песком? Просто они как бы стали жертвами злодея и его крутящегося вихря. Подумать только. Смысла я не понял, но это явно катастрофа. А я заработался и запустил ее. Все-таки девочку забрали из приюта в незнакомый дом. Это уже само по себе огромный стресс. Да нет, папа, не в этом дело. Она, бедняжка, терпела как могла до последнего. Но кто ж знал, что стресс разрастется в такую проблему? О, боже! Да нет, я просто старался не замечать. Вот именно, это моя главная слабость. Плохой из меня шпион. Надо срочно спасать. Анечка, а пойдем-ка мы домой. В книжный заглянем, купим тебе томик шпионских войн. Ура! Хочешь, после ужина вместе напишем доклад? Записала чего полезного, а? Папа, не трогай! Да. Там же все про шпионство! Еще как записала. Да ну, ни слова не пойму. Очень интересно. Да. Не переживай, я постараюсь сама написать доклад. Правда? Умничка моя. Ты чудесная девочка. Мама, мы дома! Да. С возвращением! Ну что, Аня, посмотрела чудодейственную терапию путем сотрясения мозга? Сотрясение? Нет, Йор, это экстренная помощь. Ллойд пациентов как мешки с картошкой швырял. Ну просто загляденье. Папа у нас буйный. Йор, блин! Да. Так я и понял, что сам бы тоже хотел заняться этим делом. Конец. Это был очень элегантный и трогательный доклад. Элегантный. Ну а теперь Аня Форджер. Да ладно. Мой папа работает прекрасным и душевным врачом в больнице. Молодец. Каждый день он трудится, не укладывая рук. Иногда не спит ночами и пьет лекарства от изжоги, и все ради пациентов. А еще он хочет помочь всем, кому пришлось плохо во время войны. Как чудесно! Снимаю шляпу, Ллойд Форджер. Для того, чтобы выстроить доверительные отношения, он вежливо, но настойчиво общается с целями. Целями? Папа изо всех сил старается завести связи. На работе он играет в гольф и ходит у всех за спиной. А еще раздает всякие вкусности. Вкусности? Она под ними взятки подразумевает. А еще поговаривает иногда, он сильно бьет своих пациентов. Ллойд Форджер?
Ладно, это круто. Что такое, Сумрак? Да так, что-то дрожь пробрала. На следующий день Ллойда вызвали в школу, но ораторское мастерство помогло ему все уладить. Ох, а не попадет. Топ-секрет? Совершенно секретно? Шифровка. Тайный шифр, причем. Суббота, 08:00. Явитесь для встречи на мост. Так. Да что у тебя? О, сразу видно элитного шпиона. Все-таки сумел разгадать шифр. Я тоже свой шифр напишу. Сходу в шпионов играть начала. Думай. Аня. Топ-секрет! Боюсь, что у тебя проблема даже не в качестве шифра. Да. Каракули Ани невозможно прочесть, даже имея обширные познания в криптографии. Пойду-ка я на ночную смену. А ты не забудь уроки сделать. Понятно? Че смотришь? Как Саш. вкусно это мыло пахнет. Мама, можешь мне помочь? Что такое, Анечка? Сможешь вместо меня написать, что я тебе скажу? Ну, тоже ход. Угу. Прикольно. Интересно. Шифровка готова. Бонд, это совершенно секретно. Да? Топ-секрет задания. Топ-секрет. Вам почта. О, девочка. Письмо надо отправлять с марками и через почту. Он отказался взять шифровку. Не проказничай, Анечка. Ай-яй, что это такое? Какое-то странное послание. Подшутила, что ли? Ой, кстати, у меня сын тоже что-то подобное рисовал. В мультике про шпионов вроде бы подсмотрел. Так вот в чем дело. Дочурка Форджеров постоянно в шпионов играется. О, это плохо. Привет! Ты чё тут торчишь, Аня? Ох, мальчик. Слушай, а Ллойд дома? Нет. Блин, нет его. Ой. Ладно, делать нечего, потом загляну. Что тебе надо было-то? О? Что за ерунда? Он сейчас подумает, Шифровка от Ллойда какая-то? Нет. Так и скажи. Топ-секрет. Доброе утро, Анечка! Что это? Письмо? Не оно? Ой, знаю! Это, наверное, ребус какой-нибудь. Топ-секрет. Ань, ну что ты вредничаешь? Не хочу я его разгадывать. Лучше скажи, какой ответ. Да ладно. Топ-секрет! Что это за бумажка? А он сейчас подумает, что это какой-то... Шифровка. Попробуй разгадай. С какой стати мне на это время тратить? Сама разгадывай! А он разгадает. А он из принципа. Интересно, кто завтра придет? Ага. Я не удивлена. Ты все-таки смог разгадать шифр? Дает. О, это ж вчерашнее. Не пойму только, что тут. Шифр какой-нибудь. Смотри-ка, почерк красивый. Уж не женский ли? Ну да. Еще и пахнет вкусно, будто мылом. О боже, извращенец. Погоди-ка! Неужели это любовное послание? О боже. Сможешь передать ему от меня? Только втайне от всех. Ведь любовь топ-секрет. Да, кто о чем думает? Суббота, 08:00. Явиться для встречи на мост. Молодец.
Да для меня, лучшего информатора, такой шифр расплюнуть. Да? Да я таких и сотню в 2 счета разгадать смогу. Он всю ночь сидел. Правда, от волнения глаза сомкнуть не смог. Солнце сегодня просто слепит. Подумать только, пригласила меня шифровкой. Интересно, что за агент хоть? Хотя, погоди, может, фанатка детективов? И я должен был разгадать любовный шифр, чтобы встретить ее сегодня. Не иначе. Эх, бедный, мне его так жаль. И как всегда, Аня проспала. Да. Да, подшутили под конец, Ой. Прикольная серия. Как и все из «Семьи шпиона», все серии очень хорошие, очень приятные. Понимаете, под фоном того, что девочка живет со шпионом и убийцей, и она вынуждена жить обычной жизнью, эта жизнь вовсе не кажется обычной, так как она читает их мысли, и она все знает просто наизусть, что у нее в семье происходит. Вы представляете, какой сдвиг по психике будет у ребенка? Уф. Ну что ж, много разглагольствовать не стану, скажу только вот очень был классный момент с Йор, которая представила, как она поведет ее прямо по своей работе и будет показывать, как правильно убивать людей. К слову, как всегда, рисовка, где Йор прыгает направо и налево, мочит всех словно Тринити из Матрицы, выше всяких похвал. Красота, элегантность, прямо... Супер. Нет, еще мне понравился момент, когда там Йор мочила своего клиента, так скажем, да, а Аня такая смотрит. А Йор объясняет, как там это его убивать правильно, какие точки есть. Прямо напомнила из «Банды Нью-Йорка», когда мясник Билл Леонардо Ди Каприо объясняет, как правильно мочить людей. Если ударить сюда, кровотечение уже не остановить. Этот удар смертелен. Этот тоже. Я бы хотела папину работу изучить. Ну и снова мы наблюдаем за абсурдностью ситуации, которая на самом деле очень близка к истине. Если, например, взять вот ситуацию, когда Аня написала что-то про родителей, да, и они там какую-то бред подумали, вызвали его. А еще поговаривают, иногда он сильно бьет своих пациентов. Это на самом деле частая ситуация, которая происходила и происходит в школах. В этом ничего удивительного нет, только вот... Весь парадокс и смех был в том, что тут все это правда. Еще был классный момент, когда Аня залезла в шахту, там через потайной ход, который есть у Ллойда на работе, и подслушала разговоры, как ученые, кажется, совместно с политиками обсуждали о паранормальном явлении. Есть оно или нет его, стоит ли его изучать или не стоит его изучать. Хочу сказать лишь то, что... бывали, ну, скажем так, до нас дошла информация, до нас, до людей, имею в виду, дошла информация, что вот в период Холодной войны и до периода Холодной войны часто происходили утечки информации того, что власти разных стран искали какие-то сверхъестественные вещи, принялись их изучать. Ну, это была индустриальная революция, и паранормальные стремились изучить так же, как и все остальное. Например, во время Третьего Рейха, во время гитлеровской Германии, Гитлер приказывал находить все такие крутые вещи, он спонсировал археологические экспедиции, чтобы найти много чего. Например, вот плащаницу Иисуса Христа, копье Лонгиноса, которым проткнули бок Христу. И все вот это все вот такие вещи искали тогда. Потому что подразумевали, что они имеют не только какое-то такое символическое значение для истории и для вообще всего человечества, чтобы сохранить реликвии, а какую-то сверхъестественную мощь эти вещи имеют. И здесь нам показали такую интересную ситуацию, что обычная случайность, вот просто совпадение, обычное совпадение, которое сейчас случилось, оно является причиной того, что люди верят во все сверхъестественное. Здесь и правда бродит призрак ребенка, погибшего от врачебной ошибки!
Вот, например, это из той серии, когда вот молились, грохнули нескольких людей, да, и вдруг пошел дождь. И все подумали, что надо убивать, жертвоприношения приносить, и будет идти дождь. Вот и это что-то из этой серии, только таком в комичном виде. Ну, повторюсь, что это была очень хорошая и очень приятная серия. Как и все они, которые оставляют после себя очень приятное послевкусие, как будто покушал сладкого, мороженого или что-то в этом роде. Что ж, друзья подписчики, зрители, это была 20-я серия «Семья шпиона». Благодарю, если смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте. И удачи, увидимся уже на 21-й серии.